Тишина внутри штаб-квартиры Хайбы была оглушающей. За закрытыми дверями назревала буря, такая, которую не могли игнорировать ни фанаты, ни руководство, ни сами участники BTS. Джин, старший участник BTS, появился без предупреждения. Его выражение было непроницаемым, но цель очевидной. Это был не визит вежливости, это было разбирательство. По словам источников, близких к компании, Джин потребовал срочной закрытой встречи с высшим руководством Хайбы. Причина – растущая тревога за судьбу и состояние двух самых уязвимых участников группы – Чунгука и Тэхёна. То, что начиналось как спокойный разговор, быстро переросло в напряженную конфронтацию. Джин требовал ясности, ответственности и, прежде всего, защиты. После армии его чувство ответственности за членов группы стало еще сильнее. Он видел, как Чунгук, самый младший, изнурен бесконечными расписаниями промо и вниманием прессы. Тэхён тоже страдал от давления. Его творчество анализировали до мелочей. Его личная жизнь нарушалась, его преданность ставилась под сомнение. Джин видел достаточно. В зале заседаний его голос, говорят, разрезал воздух как лезвие. Это не просто бизнес, это семья, и я не позволю, чтобы Чунгука и Тэхёна довели до предела. Руководство было ошеломлено не словами, а их весом. Джин говорил не как айдол, он говорил как брат. Напряжение копилось месяцами. Фанаты замечали перемены, поздние эфиры Чунгука, полные усталости, загадочные посты Тэхёна, намекающие на внутреннюю боль. РМ, как всегда, дипломат, пытался сгладить ситуацию. Джей-Хоп из армии посылал слова поддержки, Шуга и Чимин высказывали беспокойство приватно. Но действовать решился именно Джин. Он требовал прозрачности. Почему расписание Чунгука такое изнуряющее? Почему творчество Тэхёна ограничивают коммерческими рамками? Почему решения принимаются без согласия всех участников? Вопросы Джина не были риторическими. Это был вызов самой системе, которая создала BTS и теперь грозила разрушить их. Хайбы пытались его успокоить, ссылались на рыночные тенденции, мировой спрос, стратегическое время. Но Джина не интересовали цифры, его интересовали люди. Лояльность нельзя измерить в метриках, и нельзя посчитать цену выгорания. Комната погрузилась в тишину. За несколько недель до этого Чунгук признался Джину, что чувствует себя перегруженным, что между музыкой, рекламой и ожиданиями он теряет радость. Тэхён тоже страдал от давления. Его творчество анализировали до мелочей, его личная жизнь нарушалась, его преданность ставилась под сомнение. Джин видел достаточно. Встреча длилась более 2 часов. Джин не повышал голос, в этом не было нужды. Одного его присутствия хватило, чтобы атмосфера изменилась. В итоге руководство согласилось пересмотреть стратегию, чаще советоваться с участниками и ставить психическое здоровье и творческую свободу выше прибыли. Но Джин не остановился. Он потребовал встречи всех 7. Он хотел единства не на сцене, а в принятии решений. Он хотел, чтобы BTS снова обрели свой голос, не как продукты, а как художники. Снаружи начали собираться фанаты, пошли слухи. Что-то происходило, нечто большое. Когда Джинф наконец вышел из здания, его лицо было спокойно, но решительно. Он не стал говорить с прессой, не написал пост, но его послание было ясно. Последствия встречи были мгновенными и масштабными. Внутренние письма разошлись по отделам, расписание скорректировали, творческие собрания перенесли. И самое главное, была подтверждена встреча всей группы. Впервые за месяцы все 7 BTS сели за один стол. Не ради сцены, а ради правды. Встреча прошла в частной студии. Первым пришел Джин, затем РМ, Джей-Хоп по видеосвязи, Шуга, Чимин, Тэхён и, наконец, Чунгук. Атмосфера была тяжелой, но не враждебной. Да, было напряжение, но было и доверие. «Мы построили нечто глобальное», — сказал он. «Но теперь нужно защитить то, что личное». Джей-Хоп поддержал. «Мы не просто 7 человек, мы одно целое, и этому целому нужен баланс». Тэхён говорил спокойно, но твердо. Он поделился, как его идеи урезали и игнорировали. Чонгук признался, что
Давление влияет на его сон, концентрацию и даже радость. «Я люблю то, что делаю», — сказал он, «но мне нужно пространство, чтобы дышать». Тиминь, всегда эмоциональный центр группы, нарушил молчание. «Мы всегда говорили, что мы поле непробиваемые, но даже бронежилеты со временем изнашиваются». Шуга кивнул. «Творческая свобода — это не роскошь, это необходимость. Мы не машины, мы музыканты». И тогда снова заговорил Джин. Он не повторял свою речь из HYB, ему этого не нужно было. Он просто посмотрел на каждого и сказал: «Я горжусь вами, всеми, но гордость — это не все. Нам нужна защита, нам нужна сила, и мы должны вернуть ее себе». Комната изменилась. За этим последовал откровенный и стратегический разговор. Они обсудили контракты, планы, приоритеты между сольной и групповой деятельностью. Решили создать внутренний совет, который будет представлять их общий голос. Договорились ставить на первое место психическое здоровье, устраивать перерывы и не допускать одиночества никого из них. И главное, договорились говорить вслух. Эффект распространился далеко за пределы группы. Сотрудники начали делиться своими переживаниями, менеджеры пересмотрели подход. Руководство HYB пообещало реформы, а фанаты, армии ответили огромной поддержкой. Хэштеги заполнили сеть. Мир смотрел, и BTS вели за собой. Роль Джина была неоспорима. Он вновь зажег огонь единства не силой, а любовью. Он напомнил всем, что истинное лидерство не контроль, а забота. В последующей неделе расписание Чунгука стало мягче. Сольный проект Тахиона вернули к его оригинальному замыслу. РМ начал писать манифест о правах артистов. Тимин и Шуга создали инициативу, посвященную благополучию. Джей Хоп вернулся с новой энергией. А Джин, он снова начал писать. Не только музыку, но и послание. Послание о том, что BTS вернулись. Не просто на сцену, а к себе. Тайная встреча в HYB стала переломным моментом не только для BTS, но и для всей индустрии. Поступок Джина стал искрой. И когда группа готовилась к новой главе, было ясно одно. Они больше не просто выживали в системе, они переписывали ее. И все началось с брата, который отказался молчать.